Каждый год это животное калечит больше людей, чем акулы, медведи и волки вместе взятые, и при этом большинство из нас до сих пор считает его обычной свиньей, которая копается в земле и не представляет никакой угрозы для существа, у которого есть смартфон и высшее образование. Так вот, у меня для вас неожиданные новости. И эти новости весят 150 килограммов, бегают со скоростью 50 километров в час, имеют клыки длиной с человеческую ладонь и интеллект, который позволяет им обходить ловушки, расставленные профессиональными охотниками с 30-летним стажем. Речь, конечно же, о кабане. И за следующие 20 минут вы узнаете о нем столько всего, что после этого видео ближайший лесопарк будет восприниматься совершенно иначе, а на привычное животное в зоопарке вы посмотрите другими глазами, потому что то, что многие принимают за безобидную лесную свинку, на самом деле является одним из самых выносливых, удивительных и пугающе умных существ, когда-либо ходивших по этой планете. И сейчас мы разберем это по фактам, от которых у биологов до сих пор пухнет голова. Начнем с самого жесткого, чтобы сразу было понятно, с кем мы имеем дело. И для этого заглянем в больничные сводки европейских стран, где статистика последних лет рисует картину, которую почему-то старательно не показывают в новостях. Только во Франции за последние 5 лет от встреч с кабанами пострадало больше 1000 человек. В Германии каждый год регистрируется около 200 серьезных инцидентов, а в Польше эти звери уже официально признаны более серьезной угрозой для жителей пригородов, чем любые другие дикие животные. И это при том, что в Польше до сих пор водятся и волки, и медведи. В России подобная статистика толком не ведется, но охотничьи хозяйства неофициально подтверждают, что инциденты с тяжелыми последствиями случаются десятки раз в год, и большинство пострадавших – это вовсе не охотники, как можно было бы подумать, а обычные грибники, дачники и люди, которые просто шли с работы через лесопарк, не подозревая, что в кустах стоит 300 килограммов плохого настроения с клыками. Самое тревожное в столкновении с кабаном – это то, как именно он действует. И здесь природа сыграла с этим зверем интересную шутку, превратив его в идеальную машину, заточенную под удар по нижней части тела. Кабан не прыгает сверху, как медведь, и не вцепляется в горло, как волк. Он бьет снизу, разгоняясь до 50 км в час и используя свои клыки как два изогнутых лезвия, которые движутся вверх и вспарывают все, до чего могут дотянуться. А дотянуться они могут до бедренной артерии. И вот здесь начинается самое серьезное, ведь человек с поврежденной бедренной артерией в условиях леса теряет сознание за пару минут. И никакая скорая помощь не успеет, если до ближайшей дороги хотя бы километр. Именно поэтому ветеринары и опытные охотники называют кабанов карманными нападающими, ведь сами по себе они невысокие, их часто не видно в траве, и удар приходит снизу, неожиданно, в ту зону, которую человек инстинктивно даже не пытается защищать. Но если кому-то кажется, что это просто тяжелая туша, которая случайно бьет куда попало, то это серьезное заблуждение, и оно подводит нас к одному из самых неожиданных фактов о кабанах, который шокирует даже зоологов. Уровень интеллекта дикого кабана сопоставим с уровнем интеллекта собаки породы бордер-колли, а это на минуточку считается самой умной собачьей породой в мире. И есть исследования, которые ставят кабанов даже выше, на уровень шимпанзе по способности решать пространственные задачи. Они узнают себя в зеркале, что является признаком самосознания и присуще лишь нескольким видам на планете, включая дельфинов, слонов, человекообразных обезьян и сорок. И кабан спокойно входит в этот элитный клуб мыслителей. Они умеют пользоваться инструментами. Например, в дикой природе зафиксированы случаи, когда кабаны брали в зубы кору или палку и использовали ее, чтобы выкапывать корни, до которых не могли дотянуться рылом. И это поведение передается от старших особей к молодняку через прямое обучение, что в науке называется культурной трансмиссией. И это, между прочим, признак очень развитого социального интеллекта. И здесь самое время поговорить про их социальную структуру.
потому что то, что происходит внутри кабаньего стада, по сложности напоминает большую семью с четкой иерархией, своими правилами и системой воспитания. Стадо кабанов, которое называется красивым словом «сондер», возглавляет старшая самка, и именно она принимает все ключевые решения: куда идти кормиться, где залечь на дневку, когда уходить с опасной территории, и ее слово в этом обществе является абсолютным законом. Молодые самки остаются в стаде матери практически на всю жизнь, образуя матриархальный клан из бабушек, мам, дочек и внучек. А вот самцов в подростковом возрасте мягко выпроваживает, и они вынуждены либо жить поодиночке, либо сбиваться в холостяцкие группы, встречаясь с самками только в брачный сезон. Причем самки настолько разборчивы в выборе партнера, что огромный одинокий самец может проиграть конкуренцию более молодому, но более сильному сопернику. И тогда его генам конец. Никаких потомков ему не светит, и природа спокойно вычеркнет его из эволюционной игры. Самое интересное в этой системе — это то, как кабаны общаются между собой. И тут ученые за последние 10 лет накопали такое, что хочется снять отдельный фильм. У кабанов выявлено около 20 различных типов вокализаций, то есть звуков, которые они используют для общения. И каждый звук имеет свое конкретное значение, от приветствия и предупреждения об опасности до призыва к спариванию и команды детенышам замереть на месте. Они распознают друг друга по голосу, могут отличить чужака от члена своего стада с расстояния в сотни метров и даже имеют что-то вроде имен, точнее индивидуальных звуковых сигнатур, на которые откликается конкретная особь. Если в лесу прозвучит определенный звук, который издают поросята, попавшие в беду, то ближайшая свиноматка примчится на этот звук со скоростью локомотива, и в этот момент ей будет совершенно безразлично, кто или что окажется на ее пути, потому что инстинкт защиты потомства у этого вида работает на максимальных оборотах. Раз уж мы коснулись темы скорости, давайте разберем физические возможности этого зверя, потому что цифры здесь такие, что начинаешь сомневаться в адекватности эволюции. Взрослый кабан разгоняется до 50 км в час, и для сравнения Усейн Болт на своем мировом рекорде бежал 37, то есть кабан обгонит лучшего спринтера планеты так, словно тот стоит на месте. Он способен преодолевать преграды высотой 1,5 метра одним прыжком, переплывать реки шириной в несколько километров. И да, эти товарищи прекрасно плавают. Причем не просто плавают, а делают это с такой выносливостью, что есть задокументированные случаи, когда кабаны переплывали морские проливы между островами в Средиземноморье. Они могут несколько часов подряд бежать рысью без признаков усталости, лазают по горным склонам не хуже горных коз и умеют рыть подкопы под заборами с такой эффективностью, что фермеры в Европе уже устали считать убытки от их визитов на поля. Но самое впечатляющее в физическом плане – это, конечно, череп кабана. И здесь нам придется слегка углубиться в анатомию, потому что это настоящий шедевр природной инженерии. Лобная кость взрослого сикача, то есть самца кабана, имеет толщину до 5 см чистой кости, и при этом она устроена многослойно, как современная танковая броня, с пористой структурой посередине, которая гасит удар. Эта броня выдерживает прямое попадание мелкокалиберной пули, и среди охотников хорошо известны случаи, когда раненый в лоб кабан, получивший пулю мелкого калибра, просто разворачивался и убегал, как ни в чем не бывало, потому что пуля сплющивалась о его череп, не причинив никакого вреда. Именно поэтому опытные охотники никогда не стреляют кабану в голову анфас. Они целятся в шею, под лопатку или в основание уха, ведь иначе можно только разозлить эту тушу. А разозленный кабан – это, пожалуй, самое серьезное, что можно встретить в средней полосе нашей с вами планеты. Раз уж мы заговорили про живучесть, расскажу историю, которая стала легендой среди немецких охотников и прекрасно иллюстрирует, на что способен этот зверь.
В Баварии несколько лет назад группа охотников выследила огромного сикача, в которого они в общей сложности всадили 7 пуль из винтовок крупного калибра, прежде чем зверь упал, и когда они подошли к туше, чтобы оформить трофей, кабан внезапно вскочил, разбросал 2 взрослых мужчин как кегли и ушел в лес, где его нашли только через 2 дня, причем он успел пройти еще около 5 километров, прежде чем окончательно обессилел. Подобных историй десятки. Кабаны славятся тем, что даже тяжело раненые могут пробежать сотни метров, и горе тому охотнику, который решит, что подранок уже не опасен и подойдет слишком близко, потому что у этого зверя в крови содержится такое количество адреналина, что он способен сражаться даже в самом критическом состоянии. Теперь о том, что они едят, и здесь приготовьтесь удивляться. Потому что миф о кабанах, как о травоядных копателях корешков, это полная ерунда, придуманная теми, кто никогда не видел этого зверя в дикой природе. Кабан — это всеядное существо в самом широком смысле этого слова. Он ест абсолютно все, что может проживать, и список его меню включает в себя растения, грибы, орехи, фрукты, корнеплоды, насекомых, червей, лягушек, ящериц, змей, причем ядовитых тоже, мелких грызунов, птичьи яйца, птенцов, зайчат, оленят и, внимание, падаль любой степени разложения. Кабаны спокойно поедают трупы своих сородичей и являются природными санитарами, и если в лесу умер крупный зверь, например, лось, то кабаны найдут эту тушу по запаху за десятки километров и в течение суток обгладают ее до костей, не оставив после себя практически ничего, что в природных циклах играет огромную и очень важную роль. Их обоняние, кстати, заслуживает отдельного разговора, потому что то, что природа сделала с носом кабана, не укладывается в голове у людей, привыкших считать собак чемпионами в этой области. Кабан чувствует запах в 7 раз лучше, чем самая лучшая ищейка, и в 40 раз лучше, чем человек, он способен учуять трюфели на глубине до метра под землей. И именно поэтому во Франции и Италии веками использовали свиней для поиска этих дорогущих грибов, пока не выяснилось, что свиньи слишком любят трюфели и съедают их быстрее, чем хозяин успевает выкопать. Кабан может учуять человека с расстояния 2 километров при правильном направлении ветра, он различает запахи болезней, и если в стаде кто-то заболел, его быстро выявляют и держатся на расстоянии. А еще по некоторым данным, эти звери способны ощущать сейсмическую активность, то есть предсказывать землетрясения за несколько часов до толчков. И в Японии даже изучали этот феномен после ряда странных миграций кабаньих стад накануне крупных подземных событий. А теперь несколько слов о том, как кабаны буквально захватывают мир. И это не метафора, это происходит прямо сейчас, пока вы смотрите это видео. За последние 30 лет популяция кабанов в Европе выросла в 10 раз. В Северной Америке они стали настоящим экологическим бедствием, и Соединенные Штаты тратят миллиарды долларов в год на сдерживание этого инвазивного вида, который размножается быстрее, чем его успевают учитывать. В одном только Техасе уже больше 2,5 миллионов диких кабанов. Они уничтожают посевы, разоряют фермы, и местные власти разрешили охоту на них с вертолетов, ночью, с тепловизорами и без всяких ограничений по количеству. Но даже это не помогает остановить их экспансию. Они появились в пригородах Берлина, Рима, Барселоны и Гонконга, где спокойно разгуливают по улицам, заходят в магазины, переворачивают мусорные баки и относятся к людям с таким нескрываемым спокойствием, что становится не по себе. И кабан официально признан одним из 100 самых заметных инвазивных видов на планете. Причина такой бешеной популяции кроется в их репродуктивных способностях. И здесь природа снова перестаралась, потому что одна самка кабана способна за свою жизнь произвести на свет такое количество потомства, что ее прямые потомки заполнят небольшой район. Половая зрелость наступает в возрасте от 8 до 10 месяцев. В одном помете бывает от 4 до 12 поросят. Причем в условиях обильной кормовой базы свиноматка может приносить потомство дважды в год.
И каждый поросенок к концу первого года жизни уже сам способен размножаться. Простая математика показывает, что одна пара кабанов теоретически способна за 5 лет произвести популяцию в несколько тысяч голов. И единственное, что сдерживает этот демографический взрыв, это естественные хищники, болезни и охотники. Причем всех троих в современной природе становится все меньше, что и приводит к той ситуации, которую мы сегодня наблюдаем. При этом сами поросята — это отдельная история, потому что природа решила, что детеныши кабана должны быть не только милыми, но и хитрыми с самого первого дня жизни. Полосатая окраска поросят, эти знаменитые продольные коричневые полоски на светлом фоне, является идеальной маскировкой в лесной подстилке. И в первые недели жизни поросенок, замерший в листве, абсолютно невидим даже с расстояния в полметра. Они умеют замирать по команде матери и могут лежать неподвижно часами, не реагируя ни на что, даже если рядом ходят люди. И эта способность не раз спасала им жизнь в самых критических ситуациях. К 2 месяцам поросята уже умеют рыть землю, к 4 самостоятельно добывать корм, к 6 полностью переходят на взрослое питание. И при этом все это время они продолжают учиться у матери и старших родственниц, перенимая у них все хитрости выживания, которые накопились в их клане за поколение. И раз уж мы говорим про обучение, давайте разберем еще один шокирующий факт, который относительно недавно открыли ученые, наблюдавшие за кабанами с помощью скрытых камер в национальных парках. Кабаны умеют планировать свои действия, и это поведение, которое раньше считалось присущим исключительно высшим приматам и некоторым видам птиц, оказалось характерным и для этих зверей тоже. В одном из экспериментов в Австрии кабаны, увидев, как человек прячет еду под одним из нескольких камней, через 2 суток вернулись на это же место и сразу пошли к нужному камню, причем они не пытались проверить другие камни, а действовали целенаправленно, что говорит о наличии у них эпизодической памяти, то есть способности помнить конкретное событие из прошлого. Они запоминают расположение источников воды, тропинок, мест с обильной едой и опасных зон. Причем эти карты в их голове постоянно обновляются, и старая свиноматка в стаде хранит в памяти такую детальную карту своей территории, что любой современный навигатор бы позавидовал. Теперь давайте поговорим про их роль в экосистеме. И здесь у нас будет неожиданный поворот. Потому что, несмотря на всю свою силу и инвазивность, кабан является ключевым видом для здоровья леса, и без него многие лесные экосистемы попросту начинают деградировать. Кабан перепахивает рылом верхний слой почвы, и этот процесс способствует прорастанию семян, обновлению растительного покрова и насыщению почвы кислородом, что в долгосрочной перспективе увеличивает биоразнообразие. Они переносят семена растений на огромные расстояния через свой кишечник, причем семена, прошедшие через пищеварительный тракт кабана, имеют в 3 раза более высокую всхожесть, чем те, что просто упали с дерева. Они контролируют численность мышей, полевок, насекомых-вредителей и в целом выполняют функции, без которых лес постепенно превращается в скучный однообразный массив. Так что, как ни парадоксально, эти впечатляющие существа являются санитарами и архитекторами леса одновременно. Особое место в истории кабанов занимает их связь с человеком, потому что именно от дикого кабана произошла домашняя свинья, и эта одомашненная версия стала одним из важнейших животных в истории нашей цивилизации. Процесс одомашнивания начался около 9000 лет назад одновременно в нескольких регионах – в современной Турции, в Китае и на Ближнем Востоке. И за тысячелетия селекции человек превратил агрессивного дикого зверя в спокойное, плодовитое, сельскохозяйственное животное. Но вот в чем прикол. Генетически домашняя свинья и дикий кабан – это один и тот же вид. Они свободно скрещиваются между собой и дают плодовитое потомство. И более того, если домашнюю свинью выпустить в дикую природу, она за 2-3 поколения вернет себе все признаки дикого кабана. У нее снова отрастут клыки, появится щетина, окраска станет темной, и она превратится в полноценного дикого зверя. Этот процесс называется фералинг.
И он сейчас активно идет в Северной и Южной Америке, в Австралии, где сбежавшие со свиноферм домашние свиньи за несколько поколений одичали и превратились в инвазивный вид. И вот тут мы подходим к еще одному ошеломительному факту, который многих заставляет переосмыслить отношение к этому зверю. У кабанов есть культура в самом прямом смысле этого слова. То есть у них есть поведенческие традиции, которые передаются из поколения в поколение не через гены, а через обучение. И эти традиции отличаются в разных популяциях. Кабаны в немецких лесах ведут себя не так, как кабаны в украинских степях. Кабаны в Иране используют другие стратегии поиска воды, чем кабаны в Испании. И кабаны в японских горах разработали уникальные техники купания в горячих источниках, которые они передают молодняку. Да, в Японии есть популяция кабанов, которая регулярно купается в природных горячих источниках онсен. И это не случайные одиночные эпизоды, а устоявшаяся традиция, передающаяся в стаде из поколения в поколение уже несколько десятков лет. Эти кабаны точно так же, как знаменитые японские макаки, поняли, что зимой в горячей воде сидеть гораздо приятнее, чем мерзнуть на снегу, и научили этому своих детей, которые научили своих детей и так далее. Идем дальше, и здесь нас ждет еще один интересный поворот, потому что у кабанов есть свои враги в дикой природе, и список этих врагов короткий, но впечатляющий. Главным природным хищником, способным завалить взрослого кабана, является амурский тигр. И встреча этих двух зверей в дальневосточной тайге — это всегда битва эпического масштаба, потому что взрослый сикач весом 200 килограммов оказывает тигру такое сопротивление, что охотиться на него могут себе позволить только самые крупные и опытные самцы. Волки атакуют кабанов только стаей и только на молодых или ослабленных особей, поскольку нападение на здорового взрослого сикача для волка — это часто билет в один конец, ведь сикач способен серьезно ранить волка одним движением клыков. Медведи, как ни странно, кабанов в основном избегают, особенно опасных взрослых самцов, и предпочитают охотиться на поросят или подранков, потому что схватка с разъяренным сикачом для медведя слишком рискованна, а медведи в дикой природе очень бережно относятся к своему здоровью и стараются избегать опасных контактов. И теперь мы подходим к финальной мысли этого видео, к тому, ради чего стоило выслушать эти 20 минут фактов, мифов и удивительных историй. Кабан — это не просто лесная свинья, не безмозглая туша и не персонаж детских мультиков. Кабан — это одно из самых совершенных существ, которых породила эволюция на нашей планете. Существо, которое сочетает в себе физическую мощь медведя, скорость борзой, интеллект шимпанзе, обоняние ищейки и социальную организацию волчьей стаи. И все это упаковано в одно тело, покрытое непробиваемой щетиной. Этот зверь пережил ледниковые периоды, ядерные катастрофы, тысячелетия охоты со стороны нашего вида, и сегодня он не просто выживает, а активно расширяет свои владения, заходит в города, плавает между островами, забирается в горы и тропики, и его популяция растет быстрее, чем мы успеваем ее изучать. Так что в следующий раз, когда вы пойдете гулять в лес, проедете мимо лесополосы вечером на машине или просто увидите полосатого поросенка в зоопарке, вспомните все, что вы сегодня узнали, и посмотрите на этого зверя с тем уважением, которого он действительно заслуживает. Ведь природа создала его не для того, чтобы мы его боялись, а для того, чтобы мы понимали. Рядом с нами на этой планете живут существа, чей мир гораздо сложнее, умнее и удивительнее, чем мы привыкли думать.